Чем отличается Гексли от Есенина? Меня зовут Анна Кучина, и я специалист по соционике и структуре личности человека. Подписывайтесь. Если вы не знаете, вы Гексли или Есенин, или не можете определить своих друзей, знакомых, какой же из этих двоих социотипов, я расскажу основное, на что следует обратить внимание. Давайте начнем с социотипа Есенина. То, кем я являюсь, это лирик, интуитивно-этический интроверт, который относится к квадре бета. Это основное такое его определяющее. Как вы можете понимать, что это Есенин, это обратить, конечно же, на его ценности. Ценности квадры бета, они очень радикальны. То есть это люди, которые прекрасны в стрессе, которые хорошо собираются в любой стрессовой ситуации. Они очень энергичны и могут двигаться прямо в долгую в каком-то чрезвычайных обстоятельствах. То есть это очень стрессоустойчивые личности, типы характера. Они быстро собираются и собирают свою энергию и начинают достаточно хорошо аккумулировать это все. И следующее, что важно, что их ценности предполагают борьбу, их ценности предполагают радикальные какие-то изменения, революцию. Да, такой внутри каждого Есенина живет некий революционер, который готов постоять за себя, за свои права, за свои ценности. И в любой конфликтной ситуации вы сможете его определить. То есть он не спасует, он не разберется, не уйдет, он будет настаивать на своем. Еще на что можно обратить внимание, что Есенины, как это ни странно, одни из самых упертых социотипов. Если они что-то уже себе взбрело в голову, они будут хоть так, хоть вокруг, то есть они будут всячески искать как интуиты, как же добраться в обходную или через каких-то людей к той цели, которую они для себя определили. Поэтому, если у Есенина есть цель, рано или поздно он ее достигнет. Не за счет волевой сенсорики, да, как у его дуала, а за счет вот этой гибкости и понимания, куда ему следует двигаться дальше. То есть достаточно целеустремленные личности. Следующее – это его фокус все-таки на достаток, на деньги, на хорошие классные вещи, на демонстрацию, кем он является. Для него очень важно, чтобы были какие-то атрибуты, которые показывают, кто сегодня к вам пришел. Да, то есть это какие-то вещи материальные, которые будут говорить о его статусе, которые будут говорить о том, сколько он зарабатывает и так далее. Это ценности квадры бета, показать, кто есть кто, показать силу, продемонстрировать силу и власть через какие-то материальные вещи. Вот. И следующее, что можно сказать, это то, на что они настроены на силу, и им нравятся люди, которые сильные, которые смелые, которые умеют проявить себя, умеют заявить о себе, они умеют с ними общаться, они умеют общаться с совершенно разными людьми, и в целом Есенин является одним из самых уживаемых социотипов. Первая функция у него интуиция времени, то есть он чувствует, в какое время, куда интуитивно двигаться и с кем общаться, чтобы достичь своей цели. Этика эмоций, вторая его функция, предполагает, что он хорошо управляет и своим состоянием, своими эмоциями, и, конечно, умеет управлять эмоциональным состоянием других людей. И он позитивист. Да, это важно для понимания, для определения этого социотипа, что он все-таки позитивист. И что это значит? Что он видит, что есть. А что позитивного в этом? То есть, учитывая, в каком стрессе он может двигаться, что этот социотип хорош в этом, он даже здесь найдет плюсик, даже здесь найдет что хорошее, чтобы подбодрить других, улучшить их настроение. То есть вот его основная настройка, вот такая некая миролюбивость даже в каких-то кошмарных ситуациях. В обычном, когда все хорошо, когда все спокойно, ему достаточно сложно на самом деле жить, потому что ему скучно, вот, и он ищет себе, начинает искать какие-то приключения, куда-то двигаться, брать себе какие-то цели. Что еще интересно, что именно у этого социотипа они любят и хороши на самом деле в спорте, хороши в каких-то бойцовских, может быть, качествах, да, они хороши в единоборствах, хороши в любом спорте, то есть он им, в принципе, легко дается. У них, несмотря на то, что это интуиты, достаточно хорошая чувствительность и контакт с телом.
И это интроверты. То есть такие глубокие мудрецы, которых внимание направлено вовнутрь, и они большее время находятся в своих мечтах, в своих грезах, в осмыслении и понимании внутренних процессов. То есть Есенин — это тип, который определен вовнутрь, в свои процессы. Ну, ему нужны люди, изредка небольшое количество контактов, с которыми ему интересно, и он хотел бы поддерживать взаимоотношения. Что касается Гексли, вообще другой на самом деле социотип, что вас сбивает с толку, что тоже интуит и тоже этик. Но посмотрите, совершенно другие ценности. То есть искатель Гексли — это интуитивно-этический экстраверт. Его ценности — это мир во всем мире, это дружелюбие, это давайте сделаем что-то хорошее для мира. Да, то есть вот то, на что он способен, это делать такие какие-то в жизни проекты, такие контакты, строить такие взаимоотношения, чтобы делать добро. Это его основная фокусировка. То есть он очень добрый. И в действительно сложные такие моменты он может спасовать, он может растратить свою энергию, он не энергичен и неэффективен в стрессе, он хорош в расслабленном, миролюбивом мире. Это такое одно из основных отличий его от Есенина, потому что в стрессе они двигаются совершенно по-разному. И вот его интуиция совершенно другая. Если у Есенина интуиция времени, то у Гексли интуиция возможностей. Он все время ищет возможности, он все время он инфантил, он все время думает, что бы такого придумать, как бы повеселиться, как бы украсить этот мир. То есть он вот про такой праздник. И этика отношений, следующая его функция, она про построить хорошие взаимоотношения с людьми. И вот эта экстраверсия предполагает, что он любит очень большой круг людей, что он хочет строить взаимоотношения со всеми классными людьми, ему это интересно, в то время как Есенин, ну, очень выборочен на самом деле в своих контактах, в отличие от Гексли, который имеет гораздо большее количество. Плюс у Гексли есть экстраверсия, которая предполагает это большое количество контактов, которому интересно все время идти в окружающий мир, интересно идти наружу. А важное отличие — Гексли негативист, как бы это ни казалось странным, он все-таки видит минусочки, он все-таки видит недореализованность в людях. Он, конечно, не барахтит, как Драйзер, но все равно он будет видеть, где человек себя еще не дореализовал, где человек себя еще не подправил. То есть он как советчик, он будет хотеть дать этот совет, потому что он видит вот этот минусочек у человека и хочет ему показать, взрастить, помочь в этом месте. И вот этот негативист, он все равно, несмотря на такой всеобщий позитив, может фонить. В то время как у Есенин видит обычно сильную сторону человека и поддерживает именно это. То есть разный контакт с людьми здесь происходит. Что еще хочу важное сказать, что у обоих из них иррациональность, то есть это очень большая такая гибкость в этом мире, но совершенно разные ценности, и которые предполагают совершенно разный контакт, реализацию, достижение целей в этом мире. И что еще такое очень важное, здесь хочется сказать, что они совершенно по-разному строят семьи, совершенно разные у них запросы к людям, совершенно по-разному строят взаимоотношения. И то, как вы можете определить действительно их разницу, они по-разному одеваются. Для Гексли очень важно нести вот эту красоту, быть интересно одетым, харизматично одетым. Они любят какие-то необычные шапки, необычные штаны, то есть какую-то вот изюминку, харизматичность любят добавить. В то время как Есенин хочет все время быть сообразно и сообразно месту и своему настроению. Да, он очень-очень-очень чувствителен к этому. Для него одежда — это может быть огромные перепады в самовыражении с помощью одежды. То есть Есенин может выглядеть и такой, знаете, некий бомж-стайл, очень такое все простое, висячее и какое-то изысканное на мероприятии. То есть он вот такие вот у него перепады, когда Гексли хочет быть вот такой все время более праздничный. Ну что, пишите, что вы думаете по этому поводу, ставьте лайки, подписывайтесь, жду ваши комментарии.